Добрый день, уважаемые пользователи каталога еврейских захоронений Республики Беларусь и Украины. Сегодня у нас замечательный выпуск о сравнении двух систем составления генеалогического древа. Напоминаю, меня зовут Бениамин, я руковожу этим проектом, и я постараюсь сегодня интересно и подробно вам рассказать о тех проектах, которые помогут вам создать свое генеалогическое древо. Давайте переключимся на экран, на котором вы можете посмотреть. Значит, это новый проект, который я хочу вам представить. Он называется Jenny. Сайт у него jenny.com. Проект аналогичен проекту, который мы с вами разбирали, который назывался MyHeritage. Вот он, насколько вы помните в прошлых видео. Единственное, что, насколько я вижу, он чуть менее информативен для тех, кто уже привык к тому проекту, который я показываю. Давайте разберем его положительные и отрицательные моменты. Значит, положительный момент – это независимая база данных. Тоже огромное количество записей, которые есть в каталоге. Есть другие люди, с которыми вы можете сравнивать свои записи. Единственное, что, насколько я помню, это работать будет только в платной версии. Вот, возможно, только расширенный поиск какой-то будет, мы сейчас это разберем. Недостаток этого проекта то, что здесь нет офлайн версии программы генеалогического древа. То есть, в отличие от MyHeritage, здесь нет возможности на компьютере создать свое генеалогическое древо, спокойно, не торопясь, ветвь за ветвью. Здесь все необходимо делать на сайте. Вам необходим обязательно интернет. Ну, как бы он для вас доступен, я понимаю, но мое субъективное мнение, что иметь отдельное приложение на компьютере всегда удобно. Вы можете открыть дерево, изменить все, что хотите, быстро, не зависеть ни от чего. Можете это на одном компьютере, на втором, перемещаться между компьютерами, делать импорты, экспорты. Это тот, скажем так, негативный момент, который мне не нравится в этом сайте. Второе, как вы видите, интерфейс достаточно простой, ничего сложного нет. Так же, как MyHeritage, вы можете зайти в свое дерево. Давайте откроем его. Как видите, мое уже не заполнено, я удалил все свои данные отсюда. Проект просто не очень меня заинтересовал, я не нашел необходимым его, скажем так, подробно изучать. Попробуйте сами, посмотрите, возможно здесь попадутся какие-то ваши дальние родственники, которые также заполнили. Имейте два дерева на двух различных сайтах. Сравните, вы всегда можете отсюда скопировать просто базовую информацию и вставить ее в программу по созданию генеалогического древа на сайте MyHeritage. Значит, сам интерфейс тоже, скажем так, достаточно прост, скромен, ничего особенного я не вижу. Все-таки MyHeritage, он более такой специфичный, в нем есть удобное построение интерфейса, много языков, как и в Jenny. Ну, не знаю, моя рекомендация, наверное, все-таки начинать с MyHeritage, он подробный, крупный сайт, очень большие базы данных. Попробуйте в обоих. Посмотрите, что вам более удобно. Специально для вас я построил отдельную таблицу, в которой я хочу сравнить цены на тарифы каждого из этих проектов. Вы понимаете, что эти проекты, они коммерческие, хотя бы частично, и у них есть более профессиональные версии для тех людей, которые на более высоком уровне хотят искать родных или составлять свои генеалогические древа. Давайте переключимся на экран с оценкой каждого из этих проектов. Начнем с проекта Jenny. Значит, вот у вас есть подписка, которая называется Jenny Pro. Что у вас она дает и чего нет в базовой версии? Как вы видите, у вас есть 3 matches. Это совпадение по генеалогическим ветвям. То есть программа автоматически находит для вас совпадение. Насколько я вижу, в базовой версии здесь нет, но мне кажется, все-таки какая-то часть поиска там доступна. Ну, здесь написано, что она активируется только в версии Pro. Enhanced Search – это расширенный поиск по базе данных. То есть у них есть своя база данных, как и MyHeritage, большая, миллионы, огромное количество записей. И расширенный поиск доступен только в версии Pro. Ну, что ж, они так ограничили, значит, на то были какие-то причины. Медиа – это хранение информации о вашем генеалогическом древе у них на сайте. Так как нет программы отдельной, как MyHeritage, все данные хранятся непосредственно на самом сайте. У вас есть объем 1 гигабайт для фотографий и записей. Я думаю, этого вполне достаточно даже в базовой версии. То есть, больше нет необходимости. Поддержка премиум или basic – это поддержка самого сайта. То есть, вы можете задать какие-то вопросы, видимо, получите ответ более быстро. Но я не думаю, что
для вас, как и для меня, начинающих заниматься своей генеалогией, есть необходимость связываться с кем-то из техподдержки и общаться с ними более оперативно. Поэтому я бы остановился на уровне Basic и дальше бы не переходил. Давайте посмотрим, какая стоимость подписки. Значит, стоимость подписки 1 год $119,4. То есть на год вы получаете возможность пользоваться этими расширенными функциями. После года, я так понимаю, все возвращается на уровень Basic. Не знаю точно, но предположу, что так и есть. Я не покупал подписку в Jenny, так как не подсчитал его вот таким проектом, в который бы я хотел вкладывать такие деньги. Давайте посмотрим на второй проект, который мы с вами разбирали до этого, который называется MyHeritage. Значит, здесь у нас 3 тарифных плана. Каждый из них отличается по-своему. Не рекомендую кому-то его покупать, если каждый из них, если вы не понимаете, зачем он нужен, и если вы не считаете, что для вас это очень важно. Значит, начнем с того, что предоставляется у вас в базовой версии и какое самое главное ограничение. Значит, первое самое главное ограничение – это количество людей в вашем генеалогическом древе максимальное, то есть и в программе, и на сайте. В базовой версии это 250 персон на все дерево. То есть после 250 людей вы просто не сможете добавить ни одного человека в свое дерево. У меня в дереве их больше, поэтому была необходимость приобрести одну из версий. И вот когда стал выбор, я вам сейчас поясню, какой из тарифных планов вам стоит выбрать. Значит, смотрите. Тарифный план, который называется премиум. Здесь 2500 людей в списке могут быть максимально. Вот. И у вас есть приоритетная поддержка. Это все, что дает возможность вам при покупке премиум. Значит, посмотрите, стоит он $7,5 в месяц, если вы покупаете подписку на год, или $10, если это будет ежемесячная подписка. Ну, смотрите сами, выбирайте, подходит или нет. Давайте разберем, что у нас есть в премиум плюс. Здесь у вас уже неограниченное количество людей, вы можете выбрать сколько угодно. Семейных ветвей, персон, семей и так далее. Тоже прекрасная поддержка, приоритетная поддержка при звонках. Для вас вот Smart Matches – это совпадение с другими деревьями с другими ветвями других деревьев показываются вам, и у вас есть возможность объединяться с их фотографиями, объединяться с их семейными деревьями, запрашивать доступ к их деревьям и предоставлять доступ к своему дереву. То есть так вы можете объединить несколько семей и несколько деревьев вместе с живыми людьми. Значит, что у нас тут есть? Instant Discoveries и Search Trees. Значит, насколько я помню, Instant Discoveries не могу вспомнить сейчас на данный момент, но вот Search Trees — это у вас есть доступ к расширенному поиску, в котором вы можете поискать деревья, составленные другими людьми. То есть вы вбиваете фамилию и, собственно говоря, по стране или по каким-то другим параметрам сможете добавить те деревья, которые, возможно, совпадают с вашим. Значит, стоимость, как видите, $11,94 при заказе на год и $15,92 при оплате каждый месяц. И тот вариант, на котором я остановился, Complete, это самый расширенный вариант. Здесь есть полная база данных. У вас есть доступ, вот видите, 8,1 миллиарда исторических записей. То есть у вас есть архивные документы, архивные записи, Record Match. Это записи, которые совпадают с вашим деревом. Вы можете уже в любом без ограничений варианте объединять, соединять деревья, подавать запросы. Если деревья открытые, так как бывают деревья с private статусом, то есть закрытыми, у вас есть возможность запросить у человека доступ к этим деревьям. Значит, стоимость здесь 15.35 в месяц, это где-то порядка $170 за год, или $22 в месяц, если вы платите помесячно. Я не знаю, что будет после первого года использования, честно говоря, как программа поведет себя. Ну, я посчитал, что за один календарный год, в принципе, достаточно времени для любого человека, чтобы составить самое большое, наверное, свое генеалогическое древо, поискать всех своих родных, перерыв информацию по всем сопутствующим сайтам, по другим проектам, которые мы с вами будем обсуждать. Вот, и это не рекомендация, это просто совет. Если у вас большое дерево и вы хотите быстро найти родных, вы можете купить на 1 год подписку или на месяц, или как вам удобно. Вот, и посмотреть на все возможности вот этого комплит плана. Можете не покупать, без него вот, тоже не вижу какой-то сложности при 250 людях. Вполне достаточно. Единственное, но мне очень не нравилось, что
в базовых версиях тарифных планов, то есть, ну, когда вы не оплатили подписку никакую, у вас нет возможности скопировать фотографии, если они есть в соседних семейных деревьях. То есть, допустим, мои родные, они выставили фотографии, а у меня таких, допустим, нет. И нет возможности их перенести, перетянуть к себе. То есть для этого пришлось купить вот такой вот расширенный пакет. Это было обзорное сравнение тарифных планов вот этих двух замечательных проектов MyHeritage и Jenny. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я постараюсь со следующими видео отвечать на ваши вопросы, если будут какие-то вопросы, рекомендации. И будем с вами на связи. Спасибо за ваше внимание. Следите за нашими обновлениями. Всего доброго.